Привет, мужики! Недавно мне попалось видео, где парни рассуждают на тему девушек. Название у него было соответствующее, что-то вроде «Только для мужчин». И вот в чем прикол. Когда я посмотрел статистику этого видео, оказалось, что 90% просмотров сделали правильно девушки. Если у создателей того видоса была цель отсечь полностью женскую аудиторию, то им нужно было поучиться этому у нас. Но вот подумайте, какая нормальная баба будет смотреть обзор на некрасивые грязные мотоциклы? Поэтому сейчас мы с вами стоим у истоков создания настоящего мужского клуба. И в следующем выпуске Эндуро-блога обязательно обсудим какую-нибудь тему, о которой девушкам лучше не знать. Ну а пока по теме. Если вы знаете такие слова, как реклюз, таблис, осознаете всю принципиальность разницы между КТМ 250E XC и КТМ 250SX, то это видео не для вас. Лучше откройте описание к нему, там есть ссылка на классный англоязычный канал по эндуро. Иногда мне задают очень странные вопросы. Например, удобно ли на Хусаберг Е250 ездить с пассажиром, как КТМ EXC500 ведет себя в дальнике или зачем ехать стоя. Из этого я сделал вывод, что даже мотоциклисты не очень хорошо понимают многогранность мира эндуро. Из-за этого совершаются не менее странные покупки. Например, 990 Adventure берут для езды по ебеням, а спортивный КТМ 250E XC для покатушек вокруг дачи, под пивом, в шортах, шлепках и с двумя пассажирами в придачу. В общем, в этом видео я расскажу и покажу разницу между разными классами эндуро мотоциклов. Самая популярная и понятная широкой публике категория – это софт-эндуро, такие летающие диванчики. Город, лесные покатушки, немножко грязи. Они бывают как легкие, типа Honda XR 250, так и потяжелее, вроде Yamaha XT660R. Мощность движков от 10 до 50 сил, сухой вес от 110 до 150 килограммов. Присутствует полный комплект цветотехники и пассажирские подножки, потому что такие мотоциклы покупаются в основном для езды по городу. Вторая понятная категория – это тур-эндуро. Это тяжелый, мощный мотоцикл для дальних поездок по любому типу дорожного покрытия. Если софт-эндуро я сравнил с летающими диванчиками, то туреры – это уже такая полноценная двуспальная кровать с гидроматрасом, блэкджеком и шлюхами. От обычных туристических мотоциклов они отличаются вдвое большим ходом подвесок, спецованными колесными дисками и абсолютно прямой посадкой. Типичные представители – это КТМ 990 Adventure, BMW 1200 GS, Honda Africa Twin и так далее. Мощность движков от 50 до 150 лошадиных сил. Диапазон сухого веса от 150 до 240 килограммов. Но, несмотря на вес, профи-райдер может заставить летать даже их. Теперь о непонятном хард-эндуро. Это максимально легкие и мощные пепелацы для соревнований. Мощность движков от 40 до 70 сил, а вес до 110 килограммов. По характеру такие байки больше всего похожи на белку с зарядом охотничьей дроби в ягодицах. Очень часто их путают с байками для мотокросса, потому что внешне они почти идентичны. Визуально разница только в наличии или отсутствии фары. На эндуро она есть, на кроссе нет. А вот отличия по начинке более существенные, и это уже связано с назначением. В мотокроссе спортсмен хорошо знает трассу, а на опасных участках стоят маршалы, поэтому многометровые прыжки – это непременная часть. В эндуро-соревнованиях трасса – это некий маршрут по пересеченной местности, причем длина одного круга может достигать до 200 километров. Поэтому ты не знаешь наверняка, что будет за подъемом с таким удобным и красивым вылетом. Там может быть стол для приземления, а может быть овраг или домик лесника, а может быть и вовсе завал из-за ребят, которые сначала открывают газ, а потом думают. Поскольку многометровые прыжки в таких условиях почти отсутствуют, у харда подвеска намного мягче, чем у кроссового байка. Благодаря этой мягкости эндуро намного лучше держит зацеп при езде, например, по камням, а спортсмену проще загружать подвеску перед препятствиями. Второе отличие – это мотор. У эндуро хороший крутящий момент доступен даже на небольших оборотах. Это нужно для тех же самых препятствий или езды по сложному рельефу. Третье отличие – сцепление. Эндурист, в отличие от кроссмена, работает в основном им, а не ручкой газа. Это обеспечивает более точное и своевременное дозирование тяги, что в свою очередь очень важно при езде по сложному рельефу или для выполнения элементов триала. Поэтому на спортивных эндуро стоит намного более дорогой, но намного более мягкий и информативный гидравлический привод. Кто-то может сказать, что не видел гидропривода сцепления у японских хардов типа Yamaha VR450F. Ну так японцев и на соревнованиях сейчас не видно. Защита.
Подготовленный Hard Enduro обвешан ею как елка в Новый год, а кроссовый байк почти лишен для облегчения. В частности потому, что на трассах для мотокросса нет камней и там не растут деревья. Защита ручек руля, если имеется, то открытая, потому что при неудачном приземлении с трамплина рука может попасть в замкнутую эндурную защиту, как в капкан. Это больно и заканчивается переломами. Электростартер. В кроссе его нет как аккумулятора, потому что вес. В процессе 15-минутного заезда не предполагается, что ты будешь останавливаться, глушить, потом снова заводить мотоцикл. Упал, заглох, прыгай на кике, лошара. У Hard Enduro есть и заводилка, и аккумулятор. Потому что прыгать на кике, находясь при этом на крутом горном склоне, бывает в принципе невозможно. Покрышки. Так же, как и вы не идете в лакированных туфлях копать картошку, также и профессиональный райдер не поедет на жесткой кроссовой резине в горы или на пролог. Классическая эндурная резина мягче и немного тяжелее за счет более высокого профиля и шипов. Кроме того, на серьезных соревнованиях мало кто ездит с камерами. Вместо них стоят либо мусы, либо таблисы. Мусс – это такой бублик из вспененной резины, который имитирует в покрышке давление в 1 атмосферу. Его плюс в том, что можно ехать даже по гвоздям. Но минус – не поиграешься с давлением, да и хрен поставишь без сноровки. Эндурный таблис – это комплект, который превращает покрышку в бескамерку. Но камера там все же есть. Она узкая и защищена специальной оболочкой. Будучи накачанной до 7-8 атмосфер, она разжимает кожух и создает внутри колеса вот такой вот бублик. Он прижимает борта покрышки к диску, а сам диск защищает от вмятин при езде на низком давлении. Главный плюс в том, что даже по камням можно будет спокойно ехать на давлении в полатмосферы. У тебя будет отличный зацеп и целый робот. Минус тот же, что и у мусов – гемор при снятии и установке покрышки. Ну и последнее отличие – сам райдер. Для того, чтобы финишировать на подиуме в серьезном эндуро-соревновании, нужно в равной степени обладать хорошими кроссовыми и хорошими триальными навыками. В подобной гонке чистокровный кроссмен вообще не сможет финишировать. Не обижайтесь, кроссмены, но это так. А чистокровный триалист безнадежно отстанет. Но несмотря на эти различия, что кроссовый байк, что Hard Enduro – это спортивные мотоциклы, которые предназначены исключительно для гонок и тренировок. Ездить на них по городу, уж тем более по трассе, это все равно, что заколачивать гвозди микроскопом. В Бентли. Ну так, чисто, чтобы кисть размять. Плюс для езды на Hard Enduro не во вред себе вам потребуется хотя бы базовый уровень навыков. Что я понимаю под базовым уровнем, смотрите здесь, либо по ссылке в описании под видео. Если же вы вдруг случайно попадете в тусовку хард-эндуристов, не пугайтесь, просто для начала запомните 3 имени. Это Грэм Джарвис, Джонни Уокер и Крис Бёрч. Это про-райдеры с 80-м левелом езды. Также будет круто, если вы предварительно загуглите, что такое Романьякс, Эрсберг Родео или Sea to Sky. В общем, если вам интересна эндурная тема, то обязательно подписывайтесь на наш канал и следите за обновлениями. Скоро мы сделаем видео с подробным разбором техники переезда препятствий, а позже запилим целый учебный курс по эндуро. С вами был Сергей Ланкара. Пока!